Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала, и добро пожаловать в следующее видео из серии, посвященных операционной системе Linux и разработке под этой операционной системой. И тема данного видео — это дебаг в командной строке, а именно с помощью дебаггера GDB. Этот дебаггер, как сказать, на самом деле под капотом используется очень во многих IDE, но, естественно, не все используют его напрямую из консоли, то есть его первоначальном, так сказать, виде. И я хочу продемонстрировать вам именно этот способ, потому что данный способ, он доступен, ну, наверное, практически всегда и практически на любом дистрибутиве Linux. И даже если, допустим, вы оказались в такой ситуации, что у вас нету, ну, положим, доступа к вашей привычной среде разработки, на которой у вас, естественно, имеется какой-то графический дебаггер, или просто вы хотите попробовать какие-то новые инструменты, вы хотите получить более быстрый инструмент, чем тот, которым вы пользуетесь, да, потому что консольные дебаггеры, естественно, намного быстрее любого, наверное, графического дебаггера, да. И поэтому я считаю, что изучив буквально, я не знаю, около десятка, наверное, команд, сейчас посмотрим, сколько в итоге получится, вы откроете себе, так сказать, дорогу в мир свободы. То есть даже если вы, опять же, оказались в ситуации, где у вас нет доступа к графическому дебаггеру, GDB есть почти всегда и везде, на любых дистрибутивах Linux. А если его нету, его можно поставить обычно из пакетного менеджера, если это бинарный пакет, за считанные секунды. Ну что ж, перейдем к конструктиву. Я опять создал папку тестовую с файликом. В файлике я продемонстрирую, какой код находится. Я тут предполагаю, что вы знаете, ну, самые-самые азы плюсов, знаете, по крайней мере, как объявить, там, сложить переменные. Здесь у меня объявлено в мейне две переменные, одна из которых имеет значение 5, другая имеет 10. И третья переменная, соответственно, хранит в себе результат сложения первых двух. И потом в консоль выводится их сумма с соответствующим принтом. Простейшая программа, и, предположим, мы хотим на ее примере, вот вас, ну, мы хотим ее дебажить, да. Для этого нам потребуется GDB, как я уже сказал. Также есть еще альтернативный компилятор LLDB, именно от команды LVM. Но я рассматриваю GDB как наиболее стандартный консольный дебаггер, который есть, наверное, почти везде и всегда. Сам я использую, на самом деле, в последнее время больше LLDB, хотя изначально больше использовал GDB. Ну, не суть. Давайте посмотрим именно, как это в GDB. Там даже, на самом деле, тогда уж еще добавлю такой момент, что если их сравнивать, не такая большая разница. Большинство команд, которые работают в GDB, будут также работать в LLDB. Просто в LLDB еще чуть-чуть, наверное, функционала, просто побольше. Так вот, для начала, чтобы воспользоваться терминальным дебаггером GDB, нам нужно собрать, скомпилировать нашу программу с дебажными символами. Для того, чтобы это сделать, мы воспользуемся командой, ну, компилятором G++ и передадим ему флаг G, который, собственно, и прикажет нашему компилятору создать эти самые дебажные символы. Соберем нашу программу, назовем ее банально bin, и вот теперь попробуем применить GDB к нашему бинарному файлу. Передаем его в качестве аргумента GDB и видим, что да, тут есть сообщение где-то характерное. Reading symbols from bin, то есть дебаггер нам говорит, что символы были прочитаны, что говорит о том, что да, действительно при компиляции были добавлены символы для дебага. Что ж, первое, что мы обычно хотим сделать в дебаггере, это поставить так называемую точку остановы, или еще ее называют breakpoint. Ну, по-английски очень даже чаще, наверное, встречается по контекстам, просто breakpoint, бряка и так далее. Для этого мы можем воспользоваться сокращенной командой просто b, то есть просто поставить breakpoint b, и далее через пробел мы можем указать функцию, на которую хотим поставить breakpoint, либо же номер строки. Давайте начнем с того, что прямо с самого начала отдебажим программу и передадим в качестве аргумента main. То есть мы хотим поставить нашу точку остановы, наш breakpoint, прямо на начало функции main. Видим, нажимаем Enter, видим, что в консоль отправилось сообщение, что да, действительно на пятой строке, на мейне была установлена точка остановы.
Далее, что нам потребуется? Нам нужно запустить нашу программу. Это делается с помощью команды run или просто R, сокращенно просто R. Запустили программу, видим, что сразу остановились на первой же строчке внутри нашей функции main, где объявляется переменная value, ей присваивается, соответственно, значение 5. Далее, что нам нужно? Естественно, мы хотим перемещаться по нашей программе. Есть несколько вариантов, несколько шагов. Это первый шаг с заходом, это step или S, сокращенная команда S. Видите, мы шагнули на следующую строчку с 5 на 6. Также есть шаг с обходом, это N. В чем разница? Разница в том, что если у нас есть вызов функции какой-либо, шаг с заходом произведет вызов функции, и мы окажемся в теле этой функции, будем выполнять полностью тело, следить за его выполнением, а шаг с обходом, N, да, или next, он сразу выполнит все тело функции, функция вернет нам свое возвращаемое значение, и мы окажемся на следующей строчке. То есть, ну, в принципе, если вы владеете дебаггером графическим, разумеется, вы все это знаете, но я все-таки говорю, мало ли, ну, есть люди, которые начинают с терминального дебаггера. Таких, конечно, будет меньшинство, если вообще попадутся, но я хочу рассмотреть тоже такой вариант. Так вот, мы прошагали уже, как видите, мы находимся на строчке 8, там, где присваивается новый объявленный переменный result, присваивается значение суммы наших первых двух объявленных переменных. Мы что еще, какие основные команды? Если мы, допустим, хотим просто посмотреть значение переменной, например, хотим уточнить, ну, положим, мы не видим, не имеем доступа к переменным value1, value2, не видим, какие у них значения. И мы хотим посмотреть. Для этого используется команда p или print, да, ну, сокращенно p пишем. И, допустим, смотрим значение переменной value1. Как видите, да, оно действительно 5. И значение переменной 2. Оно действительно 10. Все правильно. Также, если вы хотите следить за значением переменной, то есть не постоянно, да, не на каждом шагу нажимать P, а чтобы вам дебаггер просто постоянно сам уже выводил значение переменной. Для этого используется специальная команда disp и передается также в качестве аргумента идентификатор переменной. И теперь на каждом шагу, когда мы будем шагать, и вот давайте можно еще задисплеить помимо value, плюс еще отправить result. То есть теперь дебаггер на каждом шагу будет показывать нам значение обоих переменных, и value1, и result. Как видите, сейчас он уже показал нам, что value1 5, что и print в принципе нам выводил, да, а result пока обладает вот таким странным значением, по сути там мусор, потому что переменная еще не инициализирована. Вот когда мы шагнем на следующую строку, допустим, с помощью степа, да, s, то теперь мы увидим, что значение переменной result изменилось и стало действительно равно сумме значений переменных value1 и value2, то есть 5 плюс 10, 15, все верно. Что ж, далее можно еще раз принтануть нашу переменную, уже вывести в консоль вот этот cout, нажмем еще раз s или next, тут не принципиально, потому что функции мы никакие не вызываем. Увидим, да, что сам двоеточие 15, то есть вывод в консоль мы получили, все корректно, и в принципе все. Дальше мы оказываемся на строчке с возвращением нуля из мейна, то есть что говорит о том, что функция корректно отработала, и на этом все. То есть программа заканчивается. Закрывающая скобочка, мы вышли из программы. Далее, как выйти из GDB, сразу покажу, что это, если что, кнопка Q. И смотрите, я еще раз запущу дебаггер, потому что считаю, что есть еще пара команд, которые тоже, в принципе, уже вы что-то можете, да, вы можете поставить breakpoint, вы можете запустить программу, там, прошагать по ней, запринтить что-то, задисплеить, то есть на каждом шагу, да, напоминаю, что дисплей именно выводить значения на каждом шагу. Но еще есть какие, да, необходимые команды, которые часто нам очень нужны. Во-первых, продемонстрирую вам, что break можно ставить не просто по имени функции, и что важно, вы можете указать либо просто сразу номер строки, либо вы можете указать имя файла, ну, например, у нас имя файла main.cpp, и через двоеточие номер строки именно в этом файле. Если мы хотим дебажить
какой-то специфический файл. Но так как у нас нету сейчас никаких файлов помимо этого самого main cpp, мы можем просто сказать, ну, положим, мы хотим дебажить, начиная с 6 строки. Оставили точку остановки на 6 строке, запускаем с помощью R программу и оказываемся сразу, то есть на этот раз мы уже пропустили 5 строку, да, не с самого начала main идем, а с 6 строки. Но при этом мы можем убедиться, что наше значение value1 уже обладает своим, то есть проинициализированным значением 5. Вот, какие еще команды? Еще наверняка вы захотите где-то в каких-то контекстах, когда у вас будет уже чуть побольше функций, чем просто один единственный main, воспользоваться командой continue. Допустим, если вы хотите сразу продолжить выполнение и перейти там к следующей итерации, да, то есть continue, ну, в нашем случае она просто сразу исполнит всю функцию main, мы выйдем. Давайте еще раз запустим программу R, то есть с того же момента. Кстати, да, такой нюанс, если вы не выходите из дебаггера и просто в конце выполнения еще раз нажмете R, вы начнете ровно с той же точки остановки, куда ее ставили, и то есть выполнение пойдет заново, как, ну, вы заново начнете дебажить. Вот, так, еще какие моменты, я вот думаю, в принципе, этой базы может быть и достаточно, но я не хочу упустить. Еще такая тоже команда L, list. Она выводит просто 10 строк кода, то есть так как у нас в GDB, вот в этом плане, кстати, LDB немножечко удобнее, мне тоже чуть больше нравится, он по дефолту выводит 7 строк, а дебаггер именно GDB, он выводит по дефолту 1 строку, но да, вы можете указывать на вот эту команду и посмотреть более подробно, ну то есть чтобы сориентироваться, в каком именно месте программы вы находитесь. Он выводит, по-моему, 10 строк, и в большинстве случаев этого будет достаточно. Так, и еще, кстати, очень важные команды, я думаю, что очень многие хотят их использовать, это команда layout next. Это первая, сейчас виноват, layout next. Это очень интересная команда, я думаю, многим она понравится. Она выводит сразу нас в такой режим более подробного описания команд. То есть здесь мы видим команды ассемблера, это все, видите, тут перемещение происходит, добавление, там из одного регистра в другой, там копирование адреса. Ну, не будем, да, не будем ассемблер разбирать. И смотрите, какой нюанс. Ассемблер, наверное, не всем прямо очень сильно нужен, особенно на первых этапах. Но вы можете поменять выхлоп, еще раз введя эту команду. И тогда вы увидите дополнительно source код. То есть, видите, в верхнем окне вы теперь видите более подробный вывод и можете шагать, видеть более подробную информацию о вашем source коде. И если вы введете еще раз эту команду, то вы уже получите, не получите, потому что здесь регистры почему-то у него на данный момент, вот сейчас они появились, да, при следующем шаге, то есть вы можете получить еще именно вывод информации о регистрах процессора. Также эту информацию можно было получить, введя команду layout rex, то есть это то же самое, или просто несколько раз прокликать layout next. Так, народ, в принципе и все, я думаю, что для базовой информации по командам терминала, именно я имею в виду консольного терминалу GDB, этого более чем достаточно. То есть, если вы новичок, если вы пока не знаете, где именно вам дебажить, вы можете запомнить этих буквально сколько там, не больше 10 команд, по-моему, да, то есть ничего страшного. Тоже, как говорят, терминальный дебаггер, что-то сложное, ничего сложного. Несколько команд, и вы получаете вполне себе рабочий инструмент, который намного быстрее любого GUI-шного дебаггера и есть везде. Так что не пугайтесь, учитесь, все у вас получится, короче, все нормально. Вот, удачи, ребят, спасибо большое вам за внимание, спасибо, что смотрите. Если контент вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте, подпишитесь на канал и пока.